Здравствуйте, друзья! Сегодняшняя тема будет интересна всем, кто любит колоритные и неприхотливые цветники, радующие глаз все лето до прихода устойчивых осенних холодов. Если вы пока еще неопытный или занятый садовод, который отдает предпочтение ярким и малоуходным цветам, обратите внимание на стойкие и красочные цинии. Циния, или по-народному майор, относится к категории простых в уходе цветов, с которыми ваши клумбы и цветники никогда не будут выглядеть однообразными и скучными. Удивительно, но это уже многим известное растение насчитывает более 20 разных видов. Также на сегодняшний день было выведено множество ценных сортов и высокодекоративных гибридов, поражающих своей необычной формой и окраской цветов. Хотя обычные классические цинии всегда были и остаются не менее популярными в садоводстве. Их достоинство не в прихотливости, устойчивости к разным неблагоприятным факторам, терпимость к составу почвы и, конечно же, в многообразии яркой и цветовой палитры. Каких только окрасок нет у этого цветка. Красочные цинии всегда привлекают к себе взгляды. Так и хочется рассмотреть поближе их пышные соцветия. Особенно хороши махровые сорта. Подобные цветы не дадут вам заскучать и смогут поднять настроение даже в пасмурную погоду. Я также заметила, что эти растения часто посещают разные бабочки, что дополнительно оживляет и без того колоритный и жизнерадостный цветник с циниями. А самое главное, что с помощью этих цветов вы сможете украсить свой сад на все лето до глубокой осени. При несложном уходе и своевременной посадке цинии зацветают уже в июне и не прекращают раскрывать свои яркие соцветия по октябрь, в зависимости от региона произрастания. Циния относится к семейству астровые и по своей природе является многолетним растением. Поскольку ее родина – Южная Мексика, в садах с холодным климатом она не зимует. Зато ее яркий помпезный вид и устойчивость к жаре отлично подойдут для самых видных и солнечных цветников. Циния довольно не капризна к уходу и подойдет для неопытных садоводов, дачников выходного дня, а также для создания малоуходных цветников. Компактные и карликовые сорта удобно высадить в горшки, которые на зиму можно занести в прохладное помещение. Поставьте эти растения на светлом подоконнике, и они порадуют вас своим цветением еще несколько недель. Среди многообразия циний большую популярность в садоводстве приобрела циния изящная. Это высокодекоративное и в то же время выносливое растение. Высота кустиков может варьироваться от 30 до 80 см и даже более метра. Расцветки цветов удивляют своим разнообразием. Лепестки цинии могут быть белыми, желтыми, красными и даже зелеными и фиолетовыми. Из циний красиво составляют смешанные цветники и монопосадки. Они также удачно смотрятся в контрастных цветниках с самыми разными летниками, многолетними цветами и сами по себе. Цинию выращивают также на срезку. Она способна простоять в воде, не теряя своего декоративного вида, около 2 недель. Ее соцветия хорошо сочетаются в букетах с другими цветами. При плотной посадке в саду из карликовых сортов можно вырастить настоящие пестрые ковры. Подобрав разные по окраске растения, легко составить интересные композиции и рисунки. Из всевозможных циний выходят красивые каскадные клумбы. Из невысоких сортов также получаются красочные цветочные бордюры. Многие садоводы украшают этими цветами даже свои огороды. У цинии прочные, растущие вверх стебли, которые не создают обширную тень и не мешают рядом растущим растениям. Многочисленные сорта и гибриды отличаются не только высотой и окраской, но и формой цветов. Садоводы разделили цинии на отдельные группы: хризантемоцветные, кактусовидные, помпонные, георгиноцветные и другие. Особо востребованные махровые растения с крупными цветами. Бесподобные по красоте и красочности цинии способны создать яркий акцент в вашем цветнике. Низкорослые красиво высадить на переднем плане или по краю дорожек и в рабатках.
Самые карликовые цинии высотой от 15 до 30 см удобно выращивать как контейнерные растения на террасе или балконе. Более высокие сорта станут эффектно смотреться в смешанной посадке, в центре клумбы и на заднем фоне. Такие цветы будут видны даже издалека. Они радуют не только своим пышным и красочным цветением, но и простотой в уходе, а также длительным сроком цветения. Вырастить цинию можно семенами через рассаду или прямым посевом в открытый грунт. Последний вариант больше подходит при выращивании в регионах с более мягким климатом. Имейте в виду, что молодые всходы не способны выдержать даже кратковременный и минимальный заморозок. Посевной материал можно купить или собрать собственный. Считается, что для сбора лучше всего подходят соцветия, которые распустились самыми первыми. Отцветшие соцветия собирают в сухую погоду и выкладывают на досушивание. Хранят в сухом помещении с постоянной температурой. Семена цинии не теряют свою всхожесть около 3 лет. Посев на рассаду проводят с марта по апрель. Чтобы не пикировать молодые всходы, лучше всего использовать отдельные горшочки. Циния не любит, когда лишний раз травмируют ее корни. Также необходимо заранее продумать дополнительное освещение для вашей рассады, чтобы она не вытягивалась. Температура также важна. Она должна быть в пределах от плюс 22 до 24 градусов. Свежие семена могут проклюнуться уже через 2-3 дня после посева. Чтобы кустики росли более пышными, подросшую рассаду прищипывают. Однако этого не стоит делать, если вы выращиваете растения специально на срезку, и вам важны прямые высокие стебли. Для хорошего развития молодую цинию необходимо подкармливать. Для этого подойдут универсальные удобрения для рассады и цветущих культур. Подросшие кустики с хорошо развитой корневой системой можно переваливать на постоянное место в сад, но после того, как устоится теплая погода без возвратных заморозков. Перед этим растения лучше периодически выставлять на свежий воздух для закаливания. В целях акклиматизации и закалки вполне подойдет открытый балкон или терраса. Для посадки выбирайте самые светлые участки в саду. Посадочные лунки можно удобрить хорошо перепревшим компостом. Расстояние между кустиками следует определять в зависимости от сорта растений. Обычно оно составляет около 30 см. Высаженная в конце мая рассада порадует вас первыми цветами уже в конце июня. Если же вы посеете в открытый грунт семена в конце весны, то цветение наступит гораздо позже, примерно в конце июля. Зато цвести эти растения будут до самых осенних холодов. Каждый цветок способен сохранять свой привлекательный вид до 1 месяца. Неприхотливые яркие цинии – это настоящий праздник на все лето до стойких морозов. Эти цветы точно не дадут вам заскучать и надолго украсят ваш сад. Я уверена, что многие зрители уже давно выращивают это растение. Поделитесь, пожалуйста, своими секретами по уходу за цинией. Я буду благодарна всем вашим советам, лайкам и комментариям. Не забудьте также подписаться на наш канал и нажать на функцию колокольчик, чтобы не пропускать выход новых роликов. А если вам это видео было хоть немного полезным, оставьте, пожалуйста, свой лайк. И до новых встреч на канале Добрый сад.